Называется. Тхина. Это тхина. И вот мы сделали такие питы с сыром. Все кошерно. Горло даже заболело после посещения Стены плачет. Прямо сейчас за мной ругаются соседи. Бабушка ругается на француза, чтобы он не кидал бычки вниз. А он говорит, что он курит и все. И ничего он не кидает. Она говорит, а я видела. Он говорит, это не я. Он говорит, а кто? Прикольно. В качестве декора используют велосипеды, которые так вот стоят. Их тут прям несколько разных, покрашены в разные цвета. Такой приятный дворик. Иерусалим, он же очень большой. Этот город очень большой, соответственно, когда тут гуляешь, он больше, чем Хайфа сильно. Количество горок, просто их масштаб, он как бы больше. То есть это очень горный город, я не знал этого. А вот тут на столбе висят такие часы. Первый раз такое вижу вообще. Совсем не весело болеть в Израиле. В такие моменты все становится не таким радужным, но Иерусалим все равно как-то поддерживает. Тут так все миленько, хорошо. Еще один велосипед в декоре садика. Затесался в зелени, его так даже сразу и не заметишь. Мы зашли в очень интересное местечко, укромный, уютный, израильский и иерусалимский дворик. А здесь что-то удивительное. Растет лук. Есть огороды у людей, даже вон огурцы растут и какая-то зелень. Есть места, где можно посидеть, там дальше теплица. Посмотрите, можно вырастить помидоры настоящие. Причем это все общий дворик среди нескольких домов. А здесь есть пугало, гоняет птиц от замечательного урожая. Можно прямо к салатику взять и порезать. А после обеда можно сесть в вот такой замечательный столик, налить себе какой-нибудь приятный напиток, взять книжечку из общего книжного шкафа. Здесь, кстати, книги есть буквально на всех языках мира. Отличная библиотека. А тут кошка сидит и еще один букшеринг. Тут вообще много букшеринга разного. Народ стоит, выбирает книжки. Я всегда думал, что Иерусалим это такой религиозный город, такой город запретов. Иерусалим город номер один по количеству радужных флагов, вот, которые в России всячески запрещены. Я ни в одном городе не видел столько. Вот так в Израиле происходит строительство и облицовка и ремонт домов. Леса стоят, деревянные такие штучки, рабочие снуют. И есть машинки специальные, которые выравнивают почву внизу, копают там что-то снизу. А еще интересно, что в Иерусалиме вот бывает встретишь такую лестницу и одноколесный пандус. Я даже сначала не поняла, а второе колесо где? Велик. А это для велика. Здесь написано: слезьте с велосипеда, когда используете эту рельсу, чтобы кто-нибудь не съехал вниз. Кстати, находится DOT, долговременная огневая точка, по-английски pillbox. Там вот дверь такая, чтобы туда зайти внутрь. И вот оттуда автоматы можно высунуть и стрелять. Она сделана из бетона. Такая, в общем, не слишком большая, но вполне себе. Там, кстати, побольше, можно пулемет, наверное, высунуть. Она позволяла стрелять через эти маленькие окна, ну, по местам близлежащим. То есть вот 100 лет назад отсюда, вот тут все уходит вниз, на соседней улице все уходит наверх, тут тоже уходит наверх, тут немножко уходит наверх. Ну, в общем, тут на самом пойдем. Все время приходится ходить с горки в горку постоянно просто. То есть тут вы хорошо тоже так можете похудеть. Такие приятные кустики или вот домик из таких маленьких камней красивых. И интересная вещь, конечно, то, что вот Иерусалим это такой город, он реально самый такой в плане сервиса худший из всех, где мы были пока что. То, что вот таких хамоватых продавцов, как тут, ну вот в разных причем местах, мы уже даже снимали про это видео, мы нигде не видели. Ну, просто не то, что помочь, а просто пробить, как бы они должны пробить тебе товары, а они ничего не хотят делать. Идите вон туда, идите вот такие. Вот, сначала мы туда пошли, в итоге мы увидели, что там, ну, очередь огромная. Одна касса работает, кучу тележек. Мы к ней вернулись, она говорит, идите вон, касса самообслуживания есть. Приходим, а там новый супермаркет, мы не знаем, как им пользоваться этими кассами самообслуживания. Вот, мы говорим, please show us how to do it. Типа, помогите, покажите нам, как пользоваться ими. Я, знаете, там миллион всяких эпитетов использовала.
местных. И с такой, знаете, недовольным лицом. В общем, ну, типичная такая совдеповская продавщица. И вот в Иерусалиме мы все время на таких попадаем. То есть, конечно, тут бывают нормальные тоже люди, естественно, как везде. Но вот много людей, которым не нравится то, чем они занимаются, видимо. И в Ришоне, и в Хайфе, в Ашдоде, везде. Мы ни разу не сталкивались с таким, ну, недоброжелательным сервисом, как тут. Итого получается, что Иерусалим — это такой самый контрастный город. Он самый красивый из всех, где я был. Самый такой загадочный. Ну, потрясающий просто, на самом деле. Но при этом самый колючий. И к чужакам, видимо, ну, мы же все-таки действительно новые люди тут не очень. То есть местные, если вы тут живете, может, вам нормально. Я чувствую, что, ну, организм, в общем, ослаблен пока что. Поэтому лучше мне спать хочется, и такое тело немножко, ну, ломит, устал. Ну, Штукен сидит, монтирует видео. Работали, видео монтировали, как обычно. Тут улочка вечером наша. Тут, кстати, ездят правительственные кортежи. Мы же рядом с Кнессетом, возможно, это премьер-министра возят, например. Довольно-таки прикольно. Ребята, спасибо за ваши теплые комментарии, поддержку через супер спасибо на ютубе и оформление спонсорства на канале. Это очень мотивирует продолжать и дальше снимать видео. Посылайте лучи поддержки, чтобы я быстрее поправился, и мы смогли в ближайшее время посетить главное место в Иерусалиме. Что же это за место, скоро узнаете. До скорой встречи.